Пятница, 5 июля 2013 года. Поздний вечер. На террасе бара Music Cafe в самом центре городка Лак-Мегантик на юге Квебека еще людно. Лето, тепло, от озера тянет травой и запахом гриля с соседних веранд. Городок маленький, 6000 человек, и в пятницу вечером сюда стекается едва ли не половина знакомых лиц. Кто-то заглянул после смены на фабрике древесных плит, кто-то просто досиживает последний теплый вечер недели. Через квартал от террасы вдоль улицы Фронтенак идут рельсы. Они старше самого центра. Сначала при железнодорожном узле возник лесопильный поселок, а уже вокруг него разросся город. Грузовые составы проходят тут почти каждую ночь, и никто давно не поднимает голову на стук колес. Рельсы стали частью пейзажа, как озеро или колокольня Святой Агнесы над крышами. Так было десятилетиями. А в 12 километрах отсюда, на станции Нант, останавливается грузовой поезд. 5 локомотивов, вагон с оборудованием дистанционного управления, пустой буферный вагон и 72 цистерны с сырой нефтью из Северной Дакоты, Соединенные Штаты Америки. В каждой цистерне около 113 тысяч литров. Состав тянется почти на 1,5 километра и весит свыше 10 тысяч тонн. Владеет им небольшая региональная железная дорога, которую все зовут по первым буквам английского названия – ММА. Еще несколько лет назад таких заставов через этот городок почти не ходило. Нефть возили трубопроводами. Но добыча на сланцевых пластах Северной Дакоты за считанные годы выросла в разы, а трубу под нее проложить не успели. И нефть полилась на железную дорогу. Старые ветки, построенные когда-то под лес и бумагу, начали возить цистерны тысячами в год, просто потому, что рельсы уже лежали. За 9 месяцев до этого вечера по одному только этому маршруту прошло 67 таких поездов и почти 4000 цистерн с той же нефтью. Груз стал другим. Дорога осталась прежней. Машинист, который довел поезд до Нанта, работает один. Второго человека в кабине нет. Несколько лет назад ММА перевела часть маршрутов на экипаж без напарника, чтобы сократить расходы. Профсоюз возражал, регулятор согласовал. На практике это означает вот что. Когда состав стоит ночью, некому проверить работу товарища, некому пройти вдоль вагонов вторым человеком и некому сказать вслух: «Слушай, а мы точно достаточно тормозов затянули?» Тормозов затянуто 7. На все 5 локомотивов и еще 2 вагона. Машинист проверяет, держит ли состав, но проверку делает, не отпустив до конца воздушный тормоз локомотивов. Поезд стоит. Проверка пройдена. Только держит его в этот момент не столько ручной тормоз, сколько остаточное давление воздуха в магистрали. Разница окажется решающей. Чтобы давление не падало, ведущий локомотив оставляют работать на холостом ходу. Компрессор гудит в темноте и подкачивает воздух в систему. Машинист вызывает такси до гостиницы. У него закончилось рабочее время. Утром состав поведет сменщик. По дороге он говорит водителю, что ему не по себе оставлять локомотив работающим, когда тот брызжет маслом и валит густым черным дымом. Говорит, что надо бы позвонить в американский офис компании и спросить, как поступить. Водитель такси потом вспомнит, что лобовое стекло его машины было в мелких каплях масла, слетевших с одежды пассажира. Звонок так и не сделан. Одну деталь из отчета я перечитывал дважды, прежде чем поверил. Рядом со станцией был запасной путь, оборудованный сбрасывателем. Устройством, которое просто сталкивает с рельсов любой вагон, тронувшийся сам по себе. На главном пути такого устройства не было. Состав с нефтью стоял на главном. Не потому, что кто-то нарушил правила, а потому, что запасной путь заняли вагонами для местной фабрики. А правило, которое запрещало бы бросать груженный нефтью поезд без присмотра на главном пути над жилыми кварталами, тогда просто не существовало. Без 20 минут полночь житель Нанта видит на локомотиве огонь. Причина прозаична. В турбокомпрессоре скопилось масло, перегрелось и загорелось. О похожей неполадке на этом же локомотиве машинист сообщал еще 2 днями раньше. Приезжают пожарные.
Компания присылает своего человека, но это путевой мастер, специалист по рельсам, а не по локомотивам. Решение, которое они принимают, любому нормальному человеку показалось бы единственно верным. Перекрыть подачу топлива, заглушить двигатель, чтобы огонь не разгорелся снова. Огонь тушат. Связываются по телефону с диспетчером в другом городе, обсуждают, все ли в порядке, и разъезжаются, оставив состав в темноте, без единого человека рядом. Компрессор больше не работает. С этого места слушать и смотреть уже нечего. Тормозная магистраль травит воздух примерно на 1 фунт давления в минуту, как медленно спускающее колесо, о котором водитель узнает только утром. За 58 минут давление падает с 94 до 32. Сила, которая удерживала 10 тысяч тонн на уклоне, тает, и вся эта масса остается на 7 ручных тормозах. По расчетам комиссии, чтобы удержать такой поезд на таком склоне, их требовалось от 17 до 26. Уклон, если смотреть по документам, не выглядит страшным, в среднем около 1%, на самом крутом участке ближе к 1,5%. Такой спуск на велосипеде вы бы даже не заметили, но у велосипеда нет 10 тысяч тонн за спиной. Без 10 час ночи состав трогается. Сначала едва заметно. 12 километров вниз его не сдерживает ничего. В кабине никого, диспетчер не знает, аварийного устройства на этот случай не предусмотрено. К повороту перед центром города поезд подходит на скорости около 105 км в час. Кривая на этом повороте рассчитана на 16, обычный состав проходил ее шагом пешехода. Буферный вагон и 63 цистерны сходят с рельсов в нескольких десятках метров от той самой террасы. В цистернах было около 7 миллионов 700 тысяч литров нефти. 6 миллионов выходят наружу почти сразу. Огненный шар поднимается втрое выше окрестных зданий, жар чувствуется за 2 километра. Люди прыгают из окон 3-го этажа, пожарные съезжаются со всего Квебека и из Северного Мэна через границу, всего около 180 человек. Но тушить особо нечего. Остается держать периметр и ждать, пока выгорит то, что уже горит. Уйдет на это почти 40 часов. Огонь при этом добрался туда, куда не должен был. Горящая нефть нашла городскую ливневую канализацию, потекла по ней под улицами и вышла наружу совсем в других местах. Пламенем из люков, из подвалов, из печных труб домов, к которым состав и близко не подъезжал. Город горел не только там, где сошли цистерны. Он горел там, куда нефть дотянулась по трубам, которые строили совсем для другого. 47 человек не пережили эту ночь. Большинство находились там же, где все начиналось вечером. На террасе мюзик-кафе и в домах вокруг. Самой младшей было 4 года, самому старшему – 93. Точное число назвали не сразу. Первые 2 недели специалисты в Квебекской судебно-медицинской лаборатории смогли установить личности только 22 человек, работая по стоматологическим картам и образцам родственников. Список закрыли лишь 19 июля, через 13 дней после схода состава. Около 40 зданий в историческом центре и 53 автомобиля сгорели полностью. Из тех, что устояли, почти все потом пришлось снести, потому что нефть впиталась в грунт под фундаментами глубже, чем можно было выкопать. Эвакуировали около 2000 человек, треть города. Водопровод в центре отключили из-за протечки прямо в зоне пожара, и питьевую воду несколько дней завозили машинами. Если вам ближе такие разборы, где за катастрофой стоят не догадки, а протоколы, показания приборов и отчеты инспекторов, подписывайтесь на канал. Мы тут любим доходить до самого скучного места, в котором обычно и обнаруживается настоящая причина. Бензола в воздухе центра оказалось столько, что весь первый месяц следователи и спасатели заходили в квартал сменами по 15 минут. Около 100 семей не смогли вернуться домой до середины следующего года. В сгоревшем похоронном доме на соседней улице огонь уничтожил 300 урн с прахом, которые там хранились, и владельцу сообщил об этом сын, узнавший новость раньше отца. 27 детей в городе остались без одного из родителей.
Страховые требования местных жителей и предприятий подошли к 50 миллионам долларов, но это капля. Только на компенсации пострадавшим позже соберут фонд почти в 450 миллионов, а очистка почвы и воды растянется на годы. Комиссия по расследованию перечислит 18 факторов, которые сложились вместе. Читаешь их подряд и ловишь себя на странном чувстве. Ни один по отдельности не выглядит как катастрофа. Все 18 похожи на обычный рабочий беспорядок, который годами никому не мешал. Федеральный регулятор давно отмечал ММА как компанию повышенного риска и требовал проверять ее чаще обычного. Проверяли, находили одни и те же нарушения по креплению составов и по обучению людей. Компания устраняла их и получала те же замечания на следующей проверке. Собственная система управления безопасностью у ММА была разработана еще в 2002 году, а внедрять ее начали в 2010. И к июлю 2013 она так и не заработала так, как выглядела на бумаге. Отдельная история с цистернами. Их спроектировали в конце 1950-х для обычных грузов с тонкой обшивкой. При сходе с рельсов такая обшивка рвется почти всегда. 94% цистерн, покинувших путь в Лак-Мегантике, оказались повреждены, и больше половины разрывов были размером с диаметр самой цистерны. То есть содержимое выходило не струей, а разом. О слабости этой модели предупреждали задолго. После столкновения поездов в штате Иллинойс в 2009 году следователи прямо писали, что конструкция неудачная. Заменить старый парк пытались и раньше, но каждый раз откладывали. Цистерн были десятки тысяч, переоборудование стоило дорого, и владельцы вагонов не спешили. Плюс сама нефть. В документах на груз ее описали как жидкость менее летучую, чем она оказалась. Позже проверят версию, что в нее попали химикаты для гидроразрыва, и не найдут им подтверждения. Дело было просто в свойствах самого сырья и в том, сколько его вылилось за минуту. В этой истории нет момента, за который можно ухватиться. Никто не боролся с рычагами в последнюю секунду, никто не пытался остановить поезд руками. Все решилось тихо, в темноте, за то время, пока один человек спал в гостинице в 12 километрах отсюда, а компрессор без него терял воздух по фунту в минуту. Крушение поезда мы обычно представляем как мгновение. Рывок, искры, крик. Здесь оно длилось почти час и не издало ни одного звука, который стоило бы услышать заранее. Через месяц после аварии ММА объявила о банкротстве. В январе следующего года активы ушли с аукциона к структуре инвестиционной группы Fortress. А спустя несколько лет линию выкупила крупная железнодорожная компания Canadian Pacific, позже объединившаяся с другим оператором в Canadian Pacific Канзас-Сити. 3 сотрудникам, включая машиниста, предъявили обвинения по 47 эпизодам преступной халатности. В 2018-м присяжные их оправдали, решив, что роковые решения принимались не на смене, а этажами выше. Один из отцов, потерявший в ту ночь дочь, был в зале суда в последний день и сказал журналистам, что подсудимые не виноваты в случившемся и что с ними обошлись хуже, чем они заслужили. Сама компания и несколько ее бывших руководителей позже признали вину по федеральным обвинениям, связанным с загрязнением реки и озера, и заплатили штраф в $1 250 000. Деньги пострадавшим собирали отдельно и долго. Около 2 десятков компаний, так или иначе причастных к перевозке этого груза, скинулись в общий фонд. Canadian Pacific, которая довезла нефть из Северной Дакоты до Монреаля, где состав перешел к ММА, платить отказалась, заявив, что к аварии отношения не имеет, и какое-то время оспаривала сам порядок выплат в суде. Возражение она в итоге сняла, и осенью 2015-го фонд наконец начал работать. Правила изменились гораздо быстрее, чем шли суды. Транспортное ведомство Канады запретило экипажи из одного человека на поездах с опасными грузами. Стоящий локомотив теперь положено запирать и вынимать из него рукоятку хода. В 2015-м появился новый стандарт цистерн,
Толще стенки, защита нижних клапанов, дополнительный клапан для контролируемого сброса давления. Все, что оставалось от старого парка, предписали либо переделать, либо вывести из нефтяных перевозок к 2025 году. Через сам Лак-Мегантик поезда снова пустили уже в декабре того же года с длинным списком условий. Не быстрее 16 км в час, экипаж из 2 человек, никаких опасных грузов, никаких остановок ближе 4 км от центра. Условия задумывались как временные, рельсы собирались убрать совсем. Правила стали строже, и это не пустой звук. За прошедшие годы новые цистерны действительно показали себя лучше старых при авариях. Но я не стал бы делать из этого вывод, что подобное больше невозможно. Экологический комиссар при канадском аудиторе, проверяя выполнение рекомендаций, писал прямым текстом: «Окно для повторения истории вроде Лак-Мегантика по-прежнему открыто». Часть мер внедряется годами, часть смягчается по ходу. В 2018-м правительство объявило строительство обходной линии длиной 12,5 километров через соседние Нант и Фронтенак. Смету назвали тогда в 133 миллиона канадских долларов. Землю государство получило только в 2023-м. Последние экологические консультации закончились в 2025-м, а строительство к началу 2026-го так и не началось. Местная коалиция, выступающая против нынешнего маршрута, считает, что смета выросла до суммы за миллиард и что новая линия пройдет слишком близко к их колодцам и болотам. Тут я не берусь судить, кто прав. У обходного пути есть противники и среди тех, кто потерял в 2013 году родных. Один из активистов этой коалиции летом 2025-го сфотографировал разрушающуюся трубу под путями и отправил снимки в железнодорожную компанию. Трубу починили через 3 дня. А еще через несколько дней к нему домой приехали частные охранники той же компании, обвинив в незаконном проникновении на ее территорию, и он получил штраф в $700. В том же году Квебекский апелляционный суд подтвердил: Canadian Pacific, которая везла эту нефть по первому участку пути, юридической ответственности за случившееся не несет. Там, где стояла терраса Music Cafe, теперь мемориальный сквер с камнями, поднятыми из старого центра. У стены церкви Святой Агнесы стоит гранитная плита в форме раскрытой книги. На ней 47 имен. А силуэтов в сквере и вдоль дорожки, которая идет через город, 48. Насчет этой лишней фигуры источники расходятся. Архитекторы говорили, что 48-й силуэт означает всех остальных жителей города. Местный священник и семьи считали иначе. 48-м они называли молодого добровольного пожарного, который работал в первые дни на разборе и не пережил того, что там увидел. В компенсационном фонде его случай тоже учли отдельной строкой. Бар Music Cafe открылся заново, но уже в другом квартале. Летом 2023-го, на 10-ю годовщину, один из жителей города по имени Жиль Флюэ стоял на том самом месте, откуда вышел за несколько минут до крушения, и разговаривал с приятелем. Мимо них, метрах в 30, шел товарный состав длиной примерно в километр. Флюэ замолчал и подождал, пока он пройдет. Рельсы, которые обещали убрать отсюда, все еще на месте.